Приветствую всех! Отгремела музыка в день моего рождения, 27 октября. Осушены все бокалы под тосты. Сегодня обзор AV-ресивера Pioneer VSX 935, который мне подарили. Давно хотел поменять аудио-видеоресивер Yamaha RX V563 2008 года, которым я пользуюсь по сей день. Кстати, отличный аппарат, надежный и музыкальный. Актуальная цена этого Pioneer по ссылке в описании, но сориентирую, чуть более $1000 США. Упакован он в габаритную картонную коробку, которая неудобна для транспортировки, так как на ней нет каких-то выемок для ухвата руками. Это средняя по характеристикам модель этого бренда в линейке 2021 года и самая рациональная по бюджету. Для комнаты размером около 20 квадратных метров мощности его усилителя вполне достаточно. Как указано на упаковке, его максимальная эффективная мощность, измеренная для одного канала на нагрузке 6 Ом и на частоте 1 кГц с нелинейными искажениями в 1%, 160 Вт и номинальная при тех же условиях 135 Вт. Но ориентируйтесь до максимальное значение 80 Вт на канал в стереорежиме. С помощью этого ресивера можно построить домашний кинотеатр по схеме 7.2, что вполне достаточно в бытовых условиях. Мой кинотеатр имеет схему 5.1 и в ближайшее время я не собираюсь его менять, хотя ресивер оснащен декодером Dolby Atmos, который подразумевает использование двух подвесных колонок. Мне требовался многоканальный усилитель скорее для просмотра фильма, но как вы знаете, я меломан и буду его использовать для прослушивания музыки в режиме стерео. Надеюсь, что качество звучания меня удовлетворит. Аудио-видеоресивер Pioneer VSX 935 – более совершенная модель, оснащенная множеством современных декодеров звука, беспроводными модулями для трансляции контента из радиоэфира, интернета и различных гаджетов. Об этом подробнее далее, ну а сейчас распаковка. В комплекте гарантийный талон минского интернет-магазина hifi.by. В комплекте присутствует пакет с документами, батарейками, антенна цифровая, FM-антенна, калибровочный микрофон, пульт дистанционного управления по инфракрасному каналу и, в общем-то, сам AV-ресивер. Вот, собственно, и весь комплект. Это скорее не инструкция, а просто описание, представленное на европейских и азиатских языках. Русского среди них нет. Имеется вот такой сетап-гайд с иллюстрациями. В принципе, для первого знакомства достаточно. Как подключить, как использовать. И в нем есть QR-ссылка на полную инструкцию на английском языке в формате PDF. Она написана просто, доступна и дополнена иллюстрациями. Я легко в ней разобрался, но, конечно, только после перевода на русский. В комплекте к инфракрасному пульту дистанционного управления две батарейки типа 3А от Panasonic. Работает. Корпус аудио-видеоресивера Pioneer – это гнутый металлический лист, перфорированный сверху. Он достаточно габаритный, поэтому учитывайте его размеры при размещении в нише. Высота 17,3 см. С учетом торчащих вверх Wi-Fi антенна она увеличится до 23,3 см. Ширина стандартная 43,5 см, как у Yamaha RX V563. А глубина ниши с учетом загиба подключенных кабелей должна быть не менее 41 см. Ну и приплюсуйте к ней толщину ручек регулировки громкости и переключения входов 1,5 см. На дне корпуса из металлического листа также имеются вентиляционные отверстия и по углам 4 пластиковые круглые опоры. Но где еще вы видели аудио-видеоресивер или кассетную деку кверху дном? Только в моих обзорах. Поэтому подписывайтесь на канал и наслаждайтесь. Дальше будет интереснее. В 2008 году я купил ресивер Yamaha RX V563 за $400 США. Средний по характеристикам своей линейки. Сегодня это аппарат Pioneer за более чем $1000 США и тоже средний по техническим параметрам своей линейки. Традиционная аппаратура этого уровня не металлическая, а пластиковая фронтальная панель. На ней в центре размещен большой дисплей. Под ним глухая стенка, а не крышка люка, как у флагмана, под которой размещены дополнительные разъемы и кнопки. Кнопка дежурного режима находится слева. В ресиверах, как правило, нет кнопки Power для физического отключения от сети переменного тока. При подключении кабеля к сети переменного напряжения AV-ресивер уже в работе. При этом справа в зоне дисплея загорается красный щелевидный индикатор локальной сети. При нажатии кнопки Standby устройство переходит в рабочий режим, светится дисплей. Коммутация осуществляется с помощью реле, так как слышен соответствующий щелчок. При ее удержании более 5 секунд произойдет рестарт устройства.
А при ее нажатии совместно с кнопкой «Контроль зоны 2» произойдет повторная инициализация устройства для исправления возможно возникающих технических проблем. Дисплей, который за 20 лет не изменился, с такими же большими пикселями, могу предположить, что цена на эти аппараты растет только за счет использования более совершенных чипов, микроконтроллера и программного обеспечения к нему. А усилительный тракт, узел коммутации и дизайн остаются пусть не на первобытном уровне, но и как в ресиверах 30 лет тому назад. Справа от красного индикатора локальной сети находится еще один индикатор системы калибровки, а под ними фотоприемник для приема команд от инфракрасного пульта. Слева внизу установлены два разъема: джек 6,2 мм для вывода стереозвука на головные телефоны и двухпиновый мини-джек диаметром 3,5 мм для подключения калибровочного микрофона. Над ними имеется большая пластиковая ручка, селектор источника контентов, которая вращается с тактильно ощущаемыми щелчками. С противоположной стороны фронтальной панели аналогичная ручка электронной регулировки громкости. Она не моторизованная и вращается плавно. А под ней порт USB 2.0 и мини-джек для внешнего подключения вашего гаджета с помощью кабеля. Пожалуй, так он выглядит гармонично в таком дизайне, нежели отдельные RCA разъемы, как в моем ресивере Yamaha. Причем даже с композитным видеовходом, которым я никогда не воспользовался. К данному USB-порту можно подключать внешний накопитель файловых систем FAT16 и FAT32 с музыкальными файлами различных форматов. Лично для меня нужными являются в первую очередь FLAC, MP3, Windows Media Audio и WAV. Сразу под дисплеем расположен ряд узких пластиковых кнопок. Слева направо это кнопка Dimmer для регулировки яркости подсветки дисплея. Она имеет 4 шага, из них 3 положения яркости, и при 4-м нажатии дисплей гаснет. Но при этом загорается подобно дежурному режиму, но уже слева красный щелевидный индикатор. Затем следует кнопка включения многозонного режима и кнопка вызова меню для настройки этого режима. Оставшиеся 7 кнопок используются для серфинга по меню ресивера и его настройки. Снизу еще имеется 5 кругленьких кнопочек. Левая кнопка для включения и выключения аналогового и цифрового тюнера. Далее 3 кнопки пресетов, которым через меню ресивера можно задать соответственно коммутацию определенного входа и вызвать звуковой декодер с подключением определенной схемы акустических колонок. Отдельно выбрать звуковой декодер можно циклическим нажатием 5-й кнопки. При ее переключении названия звуковых полей и графическое изображение используемых в них колонок отображаются на дисплее. В отличие от той же Yamaha, в этом ресивере есть режим моно. Интерфейс внешних подключений на тыльной стенке представлен 7 парами терминалов для подключения акустических колонок, размещаемых по периметру комнаты. Помимо стандартных для любой системы фронтальной и центральной колонок, в своей системе 5.1 я задействую 2 следующих разъема Surround Height для подключения тыловых колонок. Пару крайних выводов High Surround Back можно скоммутировать для подключения фронтальных колонок в режиме B-Amping, как здесь и обозначено, или использовать со стереоколонками в другой комнате, это зона 2, а также для построения системы с 7 колонками. Я использую коннекторы типа банан, поэтому эти заглушки надо изъять. Левее имеются RCA-выходы предварительного усилителя для подключения 2 сабвуферов. На оба RCA-выхода выводится один и тот же сигнал, а не отдельно, например, левого и правого стереоканалов. Я буду использовать только один нижний. Сетевой шнур здесь несъемный. Тут же на корпусе указано напряжение питания до 240 вольт и потребляемая мощность 450 ватт, а также то, что устройство изготовлено в Малайзии и импортировано австрийской фирмой. Импеданс подключаемых акустических колонок должен быть от 4 до 16 Ом. Вверху 2 поворотные антенны для беспроводных соединений. Ниже ряд HDMI разъемов типа 2.1. 2 левых HDMI выхода, выделенных на корпусе специальным цветом, для вывода аудио-видео сигналов на телевизор, монитор или проектор с поддержкой разрешения до 8К и протоколов обратной передачи звукового сигнала с телевизора на аудио-видеоресивер. Если телевизор оснащен подобным HDMI разъемом RC или EARC и к нему подключить ресивер с помощью кабеля, поддерживающего такие протоколы, то звук с телевизора будет возвращен на ресивер для обработки встроенного в него аудиопроцессором и воспроизведения акустической системой. Если к разъемам HDMI Out MAN и SAP подключены одновременно мониторы с разным разрешением, изображение на них выводится с более низким разрешением. А вот переключать вывод изображения между мониторами можно специальной кнопкой на пульте управления.
Правее в этом ряду установлены 3 HDMI входа, поддерживающих разрешение до 8К, и далее 3 HDMI входа, поддерживающих разрешение до 4К. Здесь же разъем для локальной сети RJ45 и еще один тыловой USB 2.0 разъем. Его можно также использовать для воспроизведения музыкального контента с внешнего накопителя или в качестве дополнительного источника напряжением 5 вольт и током до 1 ампера для питания, например, внешнего жесткого диска. Слева еще 2 цифровых входа, сверху коаксиальный, под ним оптический. Здесь же технологический слот и антенный вход для FM и DAB тюнера. В этой модели сохранились аналоговые входы типа RCA. Крайне левый для подключения проигрывателя виниловых дисков с фонокорректором. Есть контакт заземления для него. Назначение 4 остальных входов соответствует назначению HDMI входов. И имеется один линейный стереовыход в зоне 2. Теперь я могу подключить к нему вход кассетные деки и записывать на кассету напрямую флаг-файлы с USB флешки. Выкрутив по 3 самореза с боковых стенок и 2 самореза на тыльной стенке, снял кожух, чтобы заглянуть в кишки устройства. Габариты трансформатора впечатляют: 10 на 10 и высотой 9 см. Усилительный тракт этого аудио-видеоресивера Pioneer VSX935 собран на дискретных элементах. В передней части ресивера на радиаторе установлены 7 пар транзисторов NPN структуры 2SC5242A, а в качестве комплементарной пары PNP транзисторы 2SA1962A. Оба с максимальной рассеиваемой мощностью коллектора не более 130 Вт. В задней части сверху закреплен китайский вентилятор, и судя по рамке, он не оригинальный. Его габариты меньше, поэтому он насажен через резиновые диски на пластиковые выступы, а сверху даже не зажат, а просто зафиксирован саморезами-шайбами. Вентилятор установлен над центральным микроконтроллером. Рядом под радиатором впаян какой-то элемент. И здесь на радиаторе закреплен, вероятно, термодатчик. К сожалению, не видно номиналов конденсаторов, которые здесь используются в блоке питания. Но там в глубине еще вижу 2 реле. Фото фрагментов схемотехники ресивера я размещу в пабликах канала. AV-ресивер собран, подключена акустическая система по схеме 5.1 с помощью HDMI кабелей с поддержкой протокола ERC. Для обратной передачи звука подключен соответствующий разъем телевизора к выходу HDMI Out MAN и выход Blu-ray плеера к соответствующему первому входу аудио-видеоресивера. Меню настроек вызывается кнопкой пульта со значком «Домик» и отображается на телевизоре и одновременно на дисплее ресивера с задержкой в 5-7 секунд. Меню представлено 3 основными пунктами. При первом включении переходите в первый пункт «Настройка системы». Затем первая строка «Назначение входа-выхода». Снова первая строка «Выход на ТВ OSD». И в 7-й строке сверху меняете на русский язык. Повторно входите в меню, которое же будет отображаться на родном языке. Снова возвращаетесь в данный пункт в 3-е значение «Повышение». Меняете кнопками влево-вправо на «Авто». Это задействует режим апскейлинга, при котором видеосигнал, например, с Blu-ray диска в разрешении Full HD, будет улучшен до 4К разрешения для отображения на соответствующем экране. В 3-м пункте основного меню можно подключиться по Wi-Fi к домашнему роутеру, а затем в 1-м пункте в строке «Разные» активировать автоматическое обновление. При первом включении программное обеспечение ресивера один раз было обновлено до следующей версии. Здесь же в строке «Начальная установка» или во 2-м пункте основного меню предлагается воспользоваться фирменной системой калибровки акустики MC-ACC. Устанавливаю, как того требует инструкция, микрофон на штатив в месте, где могут находиться мои уши, и подтверждаю свое решение кнопкой Enter. После выбора предлагаемой конфигурации динамиков 5.1 и подтверждения сигнала сабвуфера фирменная система MC-ACC с помощью специальных сигналов в течение 12 минут настроит определенные параметры, с которыми вам предложат в конце теста согласиться и сохранить. Теперь будет светиться красный правый индикатор системы калибровки. Автоматическая калибровка, на мой слух, идеальна для просмотра кино. Это Джейсон Борн. Надо поговорить. О чем? Я больше не работаю на ЦРУ. Пэддингтон Плаза через 15 минут. Сэр? Повесим убийство Калура на вымышленного гражданина Ирака.
Впрочем, разницы с воспроизведением звука с моим прежним ресивером Yamaha RX V563 я не услышал. Эти настройки звукового поля плюс коммутация входа к Blu-ray плееру и плюс уровень громкости я сохраню для вызова кнопкой 1 пресетов. Для этого нужно просто удерживать соответствующую круглую кнопку в течение 3 секунд. Сохранено. А вот для музыки такая настройка совершенно не подходит. Я советую вручную настроить эквалайзер и уровни сигнала в колонках. Для фронтальной колонки такие настройки. Для центральной такие. Для колонок окружающего звука такие. Все эти настройки я сохранил в ячейке номер 1. Всего доступно тут 3 ячейки для предустановки. Затем с помощью кнопки пульта, обозначенной как гаечный ключ, она также подписана как AV Adjust, вызвал дополнительное меню в пункте эквалайзер комнаты. Я здесь отключил автоматическую настройку эквалайзера и выбрал следующий пункт выбор эквалайзера, ячейка номер 1. Смотрим, светодиод с калибровочной системой MC-ACC погас, и все настройки для кассетного магнитофона я сохраняю в пресете под номером 2, удерживая кнопку 2 3 секунды. Готово. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Все же в музыкальную сторону я отмечу Yamaha, которая при автоматической калибровке идеальна для воспроизведения музыки. Она звучит приятнее. В общем, более на звуке останавливаться не буду, так как каждый его воспринимает со своими особенностями. Отмечу только то, что в тихом помещении, если находиться рядом с аудио-видеоресивером, слышен гул работающего вентилятора. Вешнею водой смоет радугу. Управлять функциями этого устройства можно кнопками на фронтальной панели, дистанционно по инфракрасному каналу при помощи штатного пульта, а также через беспроводное подключение в фирменном Android-приложении Pioneer Remote App, предварительно зарегистрировав это устройство в нем. Почему же я решил заменить устраивающий меня в звучании уже 15 лет аудио-видеоресивер Yamaha RX V563 на этот аппарат? Во-первых, из-за наличия более нового интерфейса HDMI версии 2.1 с поддержкой протоколов IRC и ERC, способных пропускать большие потоки аудио-видеоинформации, причем в обе стороны. Во-вторых, из-за более современного и производительного медиаконтроллера, который успешнее обрабатывает поступающие сигналы и производит апскейлинг видеосигнала. Благодаря наличию беспроводных модулей можно с помощью Windows Media Player создать потоковую передачу музыкального контента, хранящегося на компьютере, и транслировать его в домашней сети для воспроизведения на ресивер. В пункте Music Server выбираю доступный, созданный на базе ноутбука. Нахожу в папке «Вся музыка» доступные для воспроизведения музыкальные файлы, хранящиеся на жестком диске ноутбука, и даю команду на воспроизведение, нажимая кнопку Enter. И это будет вернее, чем через Bluetooth связь, потому что встроенный в ресивер приемник версии 4.2 поддерживает только кодеки SBC и AAC. Однако Bluetooth трансмиттер может передавать контент с ресивера на беспроводные наушники с кодеками уже SBC, aptX и aptX HD. Доступны источники потокового интернет-вещания со всего мира, а не только FM-радио, которое в моих условиях нахождения имеет слабый сигнал и подавляется шумами. И, наконец, удобное управление в любом месте с помощью пионеровских приложений Remote App и Music Control для смартфона. Из недостатков отмечу отсутствие такого привычного лично для меня звукового поля в ресивере Yamaha, как Neo 6 Music, с помощью которого очень музыкально раскладывались два стереоканала на 5 каналов при просмотре музыкальной передачи, например, того же голоса на первом канале. Вообще Yamaha при настройке с помощью фирменной системы калибровки IPAO звучит и в кино, и в музыке одинаково шикарно.
То есть один раз настроили, и она подходит ко всему. С ресивером Pioneer такого невозможно. Как я уже говорил, для озвучивания фильмов и прослушивания, например, классической музыки из концертного зала вполне годится калибровка фирменная MC-ACC, которая абсолютно не годится для трансляции поп-рок-музыки в режиме стерео. И также отмечу, что с данной прошивкой дисплей аудио-видеоресивера Pioneer не отображает теги на кириллице, впрочем, как было и в Yamaha. В итоге вот такой несколько сжатый у меня получился обзор на современный аудио-видеоресивер Pioneer VSX 935 в сравнении его с 15-летним аудио-видеоресивером Yamaha RX V563. Если есть вопросы, пишите комментарии. Благодарю вас за просмотр и оценку этого видеоролика. Увидимся на канале. Всем пока!